Daniel 5:1, Belshazzar the king. Итак, Даниила, 5 глава, 1 стих, царь Валтасар. And we go, oh, wait a minute. И мы такие, стоп, подождите. What happened to Nebuchadnezzar? Что случилось с Навуходоносором? Куда он девался? Sorry, he's dead. Извините, он уже умер к тому времени. So after chapter 4, we're done with Nebuchadnezzar. После 4 главы все, что касается Навуходоносора, у нас закончилось. And some time has gone by now. И уже какое-то время прошло к моменту 5 главы. And so in your notes in point 1, I give some information. И в ваших заметках в первом пункте по 5 главе я привел некоторую информацию. Nebuchadnezzar died in 562 after ruling for 43 years. Навуходоносор умер в 562 году до Рождества Христова после 43-летнего правления. Вполне неплохо. And the period of time in between Nebuchadnezzar and Cyrus is a very ugly period of time. И период времени вот между правлением Навуходоносора и правлением Кира это очень такой уродливый, нехороший, темное время, короче, в жизни Вавилона. Lots of intrigue and murder. Много интриг и убийств. Okay, and so Nebuchadnezzar was succeeded by his son Evil-Merodach. Вслед за Навуходоносором к власти пришел его сын Evil-Merodach. He only reigns for 2 years. Правил лишь 2 года. But he is in the Bible. Но, кстати, он есть в Библии. He's mentioned in Jeremiah 52 and in 2 Kings 25. Он упомянут во Втором Царств 25 и в Еремии 52. And he appears to be a believer. И даже кажется, что он верующий. He appears to be kind toward the Jewish king. Кажется, что он по-доброму себя ведет по отношению к еврейскому царю. He brings King Jehoiachin out of prison and gives him blessings for the rest of his life. И именно этот царь, скажем так, из тюрьмы достает израильского царя Иехонию и дает ему такие хорошие благословения вплоть до конца его жизни. Да, Еве-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего возвысил Иехонию. Да. You read that from Jeremiah? Yeah, I read just from Jeremiah. Okay. И беседовал с ним дружелюбно. Okay. Evil-Merodach then gets murdered by his brother-in-law. Еве-Меродах был убит своим двоюродным, точнее, своим сводным братом Нериглиссаром. Это второй пункт. He is also mentioned in the Bible in Jeremiah 39. Нериглиссар также упомянут в Библии в Еремии 39. Historians call him Neriglissar. Историки называют его Нериглиссар. In the Bible, though, he is referred to as Nergal-Sharezer. В Библии его называют Нергал-Шарецер. Then his son. И потом дальше к власти пришел его сын. He gets 2 months as king. Который правил аж 2 месяца. Then he gets assassinated. И потом каникулы закончились, и его убили. And then we end up with Nabonidus. И к власти в итоге пришел Набонид через убийство. Now, Nabonidus is the king during the time of chapter 5. И именно Набонид является царем в время событий 5 главы. But he's not mentioned in chapter 5. Но в 5 главе он не упомянут. Except he's hinted at. He's king during that time. Hinted. Да, и кроме того, но по крайней мере, то есть его имя как бы не упомянуто, его присутствие как бы не заметно. Here in chapter 5, we're going to have hints about Nabonidus. Да, и в 5 главе мы видим признаки существования Набонида и его того, что он является царем в настоящее время. But no direct statements. Но нет прямых утверждений об этом. He does reign for 17 years. Он правил 17 лет. Right up until 539 BC. Как раз таки вот до 539 года до нашей эры. Which is the same year that chapter 5 takes place. Это тот самый год, во время которого происходит событие 5 главы Даниила. And he was a great builder. Он был великий строитель. He also worshipped the moon god. Он также поклонялся Богу Луны. As his mother was the high priestess of the moon god. Поскольку его мать была верховной жрицей Бога Луны. So he gets involved in building temples and restoring temples. То есть он таким образом вот серьезно занялся строительством храмов и восстановлением храмов.
And he is absent from Babylon for 10 out of his 17 years. И его в Вавилоне, в столице, не было, собственно, 10 лет из 17 лет правления. Он по командировкам скитался. So because he's gone so much, he has to appoint a regent to rule while he's out of town. И поскольку он столько времени, в общем-то, был вне Вавилона, ему надо было поставить какого-то регента, какого-то исполняющего обязанности на время своего отсутствия в Вавилоне. So he appoints his oldest son, Belshazzar, to be his co-regent. И он поставил своего старшего сына Валтазара в качестве такого совместного правителя. Are you familiar with how co-regents work? Вы знаете, да, как работает вообще такое совместное правление? Два соправителя. It's a way to make your son also a king with you. То есть вы как бы берете своего сына, если вы царь, вы берете своего сына как бы вашим соправителем. It lets a younger king practice being king while the older king is still king. То есть как бы старший, он является царем, а младший учится в процессе быть царем. Такое обучение на практике. Sometimes it can be a defense against being assassinated. И порой это неплохая защита от того, чтобы на тебя совершили покушение. If you let the next king start being king early. Если ты уже с ранних лет готовишь следующего царя к правлению, Then he's sometimes not in a big hurry to kill you so he can become the next king. да, то он уже в таком случае не так сильно торопится как бы тебя как бы порешить втихомолку и стать самому царем. Also, it's smart if you go away a lot. И также это разумная мера, если ты часто куда-то отъезжаешь из столицы и ездишь по командировкам. So if somebody gets assassinated, it'll be your son in Babylon. То есть если на кого-то совершат покушение, то это будет твой сын там в Вавилоне. You've got other sons, you can make them co-regent next if you have to. Да, и если у тебя есть еще сыновья, ты можешь их в таком случае поставить следующим соправителем. Следующим. Yeah, it's a lot of fun. Да, то есть, такая веселое это дело быть царем. Now, in some of these verses, we're going to refer to Nebuchadnezzar, your father. И в некоторых стихах в 5 главе мы видим, что Даниил говорит Валтасару о Навуходоносоре, отце твоем. So, like verse 2 of chapter 5. Типа 5 глава, 2 стих. He talks about the gold and silver vessels which Nebuchadnezzar, his father, had taken from Jerusalem. Даниил говорит, что Валтазар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского. So, is that a problem? Это проблема какая-то здесь? No, not a problem. Нет, не проблема. Because the term father can refer to a predecessor. Потому что термин «отец» может относиться вообще к предку в целом. It can refer to a grandfather or a great-grandfather. К дедушке или прадедушке. Or even just an unrelated previous king. Или даже просто к какому-то не связанному с тобой по крови предыдущему царю. We sometimes use it at Austin Bible Church, that Ralph Braun was the former pastor of Austin Bible Church. Да, и мы порой используем даже это слово у нас в библейской церкви Остин, потому что Ральф Браун был предыдущим пастором этой церкви. So he's my pastoral father. То есть он как бы он отец этой церкви, и он мой отец в том плане, что он предыдущий пастор. So we can use the term loosely and we're okay with that. И поэтому мы этот термин используем достаточно свободно, и нам вроде как все нормально с этим. Да? So there's some notes there in 1b4. И поэтому есть тут у вас заметки в пункте 1b4. Да. That has an A, B, and a C under it. И там еще пункт А, Б, С. And it's also probable that Belshazzar his mother was Nebuchadnezzar's daughter. И также возможно, что мать Валтасара была дочерью Навуходоносора. So he would have been a literal grandson as well as a successor as king. И в таком смысле, то есть Валтасар являлся в прямом смысле потомком Навуходоносора и также его преемником потенциальным, преемником престола. The Babylonian records are not very clear. Вавилонские записи в этом смысле не совсем ясные. Because Nebuchadnezzar reigned a long, long time and he had a lot of wives.
Поскольку Навуходоносор правил очень долго, и жен у него было очень много. A lot of sons, a lot of daughters. Много сыновей, много дочерей. And sometimes they married each other. И порой они еще вступали в брак друг с другом. Especially if they had different mothers. Особенно если у них были разные матери. And so it's confusing for us to try to understand today. Поэтому для нас довольно трудно во всем этом разобраться сейчас. But while the king Nabonidus is out of town, Но, тем не менее, пока Набонида нету в городе, Belshazzar likes to throw a lot of parties, Валтазару, похоже, нравится устраивать вечеринки большие. which is kind of common when parents are out of town. Это довольно понятное и распространенное явление, когда предки уезжают из города. The children like to throw parties. О, тогда детям вечеринки нравится закатывать. But something else we need to know, И кое-что другое нам надо при этом знать. we don't learn until the very end of the chapter, И мы об этом узнаем лишь в самом конце главы. is that there are Persians surrounding Babylon. Что в это время персы, оказывается, окружили Вавилон, взяли в осаду. I'll give away the story right now. Я вам просто дам как бы историческую справку прямо сейчас. You see in verse 30. Вы это в 30-м стихе можете увидеть. That very night Belshazzar, king of Babylon, was slain. Yeah, he dies this night. Да, в ту же самую ночь Валтазар был убит. So, and then Darius the Mede is going to become king. И Дарий Медианин принял царство. So in your notes I point out the fact that this party was happening while the Persians were surrounding Babylon. И я в заметках указал вам, да, что вся эта вечеринка происходила как раз тогда, когда персы осадили Вавилон. It's a siege that had been going on for months. И это months, like a lot of months, yeah? Да, осада длилась месяцами. But Belshazzar's not scared. Но Валтасара это не пугало. No reason to stop the party. Не было, с его точки зрения, никаких причин останавливать вечеринку. Because Babylon had the largest walls in the world. Поскольку в Вавилоне были самые массивные стены в мире. They had 20 years worth of food stored up. У них в хранилище хранилось еды на 20 лет вперед. And the river flowed through the city, provided plenty of fresh water for the inhabitants. И через город проходила река, и она давала обитателям достаточное количество пресной воды. So, let's have a party. Поэтому, пока они там нас осаждают, будем есть, пить, веселиться, вечеринка. You know, you can have 1000 nobles come to take part. Да, и на вечеринку пришло аж тысячи вельмож, они участвовали во всем этом. Backing up to verse 1 of chapter 5. Ну, это вот мы видим в 5 главе, в 1 стихе. When you're going to have a party and you invite 1000 nobles, that's a big party. Когда у вас вечеринка, вы приглашаете 1000 вельмож, это большая вечеринка. And in verse 2, И в стихе 2 they're drinking more and more wine out of using the vessels from the Jewish temple. Они, как бы напившись вина, к ним приходит идея использовать вот эти сосуды из храма Иерусалимского. We also see in verse 2 that he invited his nobles. Также мы во 2 стихе видим, что он пригласил своих вельмож пить из этих сосудов. He also invited all of his wives and his concubines. И также всех своих жен и наложниц. I hope they got along together. Я надеюсь, они все как-то уживались вместе. I don't understand how this works. Но я вообще не понимаю, как это может сработать. I only have one wife. У меня одна жена только. I don't want multiple wives. И я еще нескольких я не хочу. I wouldn't want wives and concubines. Но если у тебя жены и наложницы, But this is what pagan kings used to do. то это уже трудно. Но именно этим занимались все эти языческие цари. And they're all getting drunk. И все напились. All right. Until the hand shows up. И пили до тех пор, пока рука не появилась. So in verse 5, suddenly there's some fingers. И вот в 5 стихе неожиданно появились пальцы. Fingers of the hand that emerge and begin writing on the wall. Значит, в тот самый час вышли персты или пальцы руки человеческие и писали против лампады на извести стены чертога царского. And they don't see God, but they do see the back of his hand that's doing the writing. То есть мы не видим в этой сцене Бога, но мы видим как бы ладонь, да, заднюю часть ладони Бога, когда он что-то пишет.
Now, sometimes, if you have ever been drunk, you might have seen things. Но если как бы у вас был такой опыт, если вы когда-то напивались, то вы иногда можете в этом состоянии видеть какие-то картинки. But a room full of drunk people, Но комната, наполненная выпившими, напившимися людьми, they might all see things. В таком случае люди также могут что-то все вместе видеть. But usually a room full of drunk people will see different things. Но обычно, если вот у вас целая комната набитая напившимися людьми, они каждый видит что-то свое. But here a room full of drunk people is all seeing the same thing. Но вот теперь комната с напившимися пьяными людьми, и все видят одно и то же. And this is really happening. И это действительно происходит, реально происходит. Because when Daniel comes in, he's not drunk. Потому что когда приходит Даниил, он не пьян. And he sees the writing on the wall. И он видит эту надпись на стене. So this is really happening. То есть это действительно происходит. And it scares them. И это очень их пугает. Again, the facial expression. И опять же, тут такие его выражения лица меняются. In verse 6, we see his face grows pale. Мы видим, что да, царь изменился в лице своем. His hip goes slack. Его колени стали биться одно о другое. His knees begin to knock together. Да, и связи чресла его ослабели. It's almost like a cartoon. Как бы как в мультике все почти. And I want to see this on video also. Я тоже хочу увидеть это на как бы видео вырезанных сцен на небесах. And so he calls for help. И он взывает о помощи. And look in verse 7 and see who he's calling. Посмотрите в 7 стихе, кого он зовет на помощь. You remember these guys? Помните этих ребят? Тоже Министерство экстрасенсов. Yeah, it's the Supernatural Advisory Board. Да, комитет по сверхъестественным делам. And come read this for me. What is this? О, приходите, прочитайте это для меня. Кто мне это объяснит? Кто объяснит мне значение его? And they can't read it. They're not able to read it. И они не в состоянии это прочитать. But here's the reward he promises them in verse 7. И вот посмотрите, какую награду он обещает им в 7 стихе. Any man who can read this inscription and explain the interpretation to me Тот, кто сможет прочитать это, объяснить мне, истолковать это, will be clothed in purple and have a necklace of gold, будет облечен в багряницу, золотая цепь будет на шее у него, and will have authority as third ruler in the kingdom. и будет третьим властелином в царстве. Okay, now we understand why third ruler in the kingdom is the reward. И теперь мы понимаем, почему быть третьим властелином в царстве – это награда. It makes sense to us once we understand the history and we know that he is a co-regent. И теперь для нас это звучит вполне разумно, потому что мы уже понимаем историю, мы понимаем, что имеет вот место ситуация соправления Набонида и Валтасара. So he wants to promote somebody to make them a third ruler. И теперь уже Валтасар хочет кого-то еще повысить и сделать его третьим правителем. But all the king's horses and all the king's men. Да, но вся королевская конница и вся королевская рать не Do you have that as a nursery rhyme in Russian too, like you have it? Не может шалтая, не может болтая. You know the story of Humpty Dumpty? Еб. Humpty Dumpty? Шалтай, болтай, да. He fell off the wall and Шалтай, болтай сидел на стене, all the шалтай, king's болтай horses and all свалился the во king's сне. men, they couldn't make Humpty Dumpty Вся together again. королевская конница, вся королевская рать не может шалтая, не может болтая, шалтая, болтая, болтая, шалтая, не может шалтая, болтая собрать. I didn't know you guys knew that story. That's Вы, good. ребята, все знаете эту историю, да? Okay. So here's all the king's men, И вот вся королевская рать. and they came in. They could not read the inscription or make known the interpretation. И они не могут ни прочитать эту надпись, ни истолковать ее. Now he's even more scared Теперь Валтасар еще больше испугался. because if those guys don't know, Поскольку если эти парни уже не знают, now he's really scared. теперь уже ему действительно страшно, чрезвычайно встревожился в 9 стихе. But now here comes the queen. Но вот теперь заходит царица. So the queen enters the banquet hall. То есть царица вошла в палату пиршества. Now wait a minute. Подождите секундочку. I thought he already had all of his wives and all of his concubines. Я уже думал, что там уже вместе с ним сидели и напивались все его жены и наложницы. So who is this queen? И кто такая царица? Мама,
It's probably mother. Probably the queen mother, yes. Да, скорее всего, королева-мама. Or grandma. Are you very smart, or did you read point 5? Вы либо очень умные, либо просто прочитали заранее 5-й пункт. It's point number 1. Okay. Interestingly enough, I think this is his mother or possibly his grandmother. Это очень интересно, потому что, скорее всего, это или мама его, или бабушка. Either the daughter of Nebuchadnezzar or maybe the wife of Nebuchadnezzar. Либо дочь Навуходоносора, либо даже жена Навуходоносора. Одна из жен. Because she knows all about Daniel. А потому что она все знает про Даниила. She knows his Hebrew name as well as his Babylonian name. Она знает также его еврейское имя, помимо вавилонского имени. She understood Daniel's filling of the Holy Spirit. Она понимает, что Давид исполнен Духа Святого. And she remembers the ministry that Daniel had when he interpreted dreams for Nebuchadnezzar. И она помнит то служение, которое нес Даниил, истолковывая сны Навуходоносора. And so we can read, somebody read verses 11 and 12. Кто-то прочитайте, пожалуйста, 11-12 стих. Or 10, 11, and 12. Или даже с 10, 11, 12. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества. Начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога. В дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой, царь, потому что в нем, Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочно и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Okay, thank you. So Daniel is brought in and offered the reward. То есть вот они пригласили Даниила, предложили ему награду. After the queen tells the king that who Daniel is, and После того, как царица объяснила Валтазару, кто такой Даниил. and Belteshazzar doesn't seem to know who he И is, кажется, что Валтазар даже и не знал, кто такой Даниил. even though their names are very close. Даже несмотря на то, что у них похожие имена вавилонские. Belshazzar the king does not know Belteshazzar the prophet. То есть Валтасар, имена в английском чуть-чуть отличаются, но Валтасар царь не знал Валтасара пророка. Or he pretends that he doesn't know who he is. Или притворялся, что не знает. You ever met somebody and then pretended you didn't know who they were? То есть бывало такое, что вы встречаете кого-то и притворяетесь, будто не знаете человека. Okay. Maybe I don't want to know that story. That could be for bad reasons. Да, может быть, да, лучше не вспоминать нам эту историю, которая у нас была. Может, то есть иногда для такого невспоминания могут быть не очень хорошие причины. Okay. But as the queen mother is telling this story, she's telling it as if Belshazzar doesn't know anything about it. Но когда царица повествует Валтасару, царю, всю эту историю, она рассказывает так, как будто Валтасар об этом не знает. But then Daniel, a few verses down, he starts to tell this story. Но через несколько стихов мы читаем, как Даниил начинает рассказывать всю вот эту историю. And he talks about Nebuchadnezzar's pride. Своих взаимоотношений с Навуходоносором, и он рассказывает про плач, не про плач, но вот эти вот все приключения Навуходоносора. And then something very significant in verse 22. И что-то весьма интересно в 22 стихе мы видим. He says, "Yet you, Belshazzar, have not humbled your heart, even though you knew all this." И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. See, I think Belshazzar knew, Я думаю, Валтасар знал. as it says, you knew all this. Ты знал все это, Даниил говорит. It seems to me that Belshazzar knew more than he wanted to admit what he knew. И я думаю, мне кажется, что Валтасар знал намного больше, чем хотел признать, что он знает. So when the queen mother was telling him all this, he was acting like he didn't know. Когда царица рассказывала ему все эти вещи, он действовал так, как будто он не знает. And then in verse 13, Но в стихе 13, when Daniel comes in, he says, "Are you that Daniel who is one of the exiles from Judah?" мы видим, что царь обращается к Даниилу. Ты или Даниил, один из пленных сынов иудейских? So he says, "Are you that Daniel?" Но и в английском там есть артикль определенный, да?
ты ли тот самый Даниил? Like, how many Daniels were there? Yeah. Типа, ну, вопрос, да, сколько там вообще было этих Даниилов? And acting like you didn't know. То есть он притворяется так, будто не знает его. But in verse 22, Daniel says, you knew all this. Ну, в стихе 22 Даниил говорит, ты все это знаешь. Can I just use a very short like example from current political situation? Okay. Ну, и похожая ситуация, например, когда Путин пригласил там несколько лет назад всех там рок-звезд американских, и когда там Юрий Шевчук к нему заговорил, Путин говорит, а вас как зовут? Он говорит, Юрий, Юрий, типа, делая вид, что он не знает Шевчука. So Nebuchadnezzar offers him the reward in verse 16. И в 16 стихе Навуходоносор предлагает ему награду. Says, I've heard about you. Да, о тебе я слышал. I heard that you can interpret dreams. Я слышал, что ты можешь сны истолковывать. So if you can interpret this one, if you can read this writing on the wall, I'll make you third ruler of the kingdom. И если ты сможешь с этим разобраться, прочитать эту надпись на стене, я сделаю тебя третьим правителем царства. And Daniel says, no thank you, you can keep your treasure. Даниил говорит, нет, спасибо, можешь свои сокровища при себе оставить. I don't care if you make me third king. Мне все равно, сделаешь ли ты меня третьим царем. But I am going to read the writing for you. Но то, что там написано, я тебе прочитаю. And so he has a chance now to testify, he has a chance to witness about God Most High. И теперь у Даниила появляется шанс, возможность засвидетельствовать о Всевышнем Боге. And he tells the story of Nebuchadnezzar's salvation and Nebuchadnezzar's humbling. И Даниил рассказывает Валтасару историю о спасении Навуходоносора и о усмирении Навуходоносора. And how Nebuchadnezzar reached his greatest point as a servant of the Most High God. И это рассказывает также о том, как Навуходоносор достиг пика своего величия, будучи слугой Господа. Then he tells the story of how he was given the mind of a beast for 7 years. Да, ну и также он напоминает ему историю, как Навуходоносор был дан разум зверя на 7 лет. But you knew all this already. Но, говорит Даниил, Валтасар, ты все это и так знаешь. And you have not humbled yourself. И ты, Валтасар, не смирил сердце свое. So, this is the judgment that's given. И вот суд, который дан тебе. Now, an inscription is written out, and the words are in the text here. И вот эта надпись, и вот слова здесь у вас в тексте есть. When you look at verse 25, Смотрите, 25, да? Mene, mene, tekel, upharsin. Мене, текел, упарсин. Now, those words are Aramaic words. И эти слова на арамейском языке. Numbered, weighed, divided. Исчислен, взвешен, разделен. And anybody that knows Aramaic should know those words. И всякий, знающий арамейский язык, должен знать эти слова также. So, we suspect, И мы подозреваем, and I put this in your notes in point 9, и я это в 9 пункте у вас пометил в конспекте. that they may have been written in an unusual script, Может быть, слова были написаны непонятным шрифтом, or with unknown characters. либо неизвестными им символами. You know, like when I come to Kiev and all the signs are written with a Cyrillic alphabet Например, когда я приезжаю в Киев, тут же все почти кириллицей написано. Да? instead of the Latin alphabet I'm used to in English. Вместо латинского алфавита, к которому я привык разговаривать, общаясь на английском. But those are close enough that I can usually read them out. Но, тем не менее, алфавиты достаточно близки, чтобы я мог что-то прочитать. And the parts of Cyrillic that are different from Latin are pretty close to the Greek alphabet that I know anyway. И те части кириллицы, которые не похожи на латинский алфавит, они при этом похожи на греческий, который я все-таки знаю. But if it was a totally different script that I don't know how to read, Но если бы алфавит, шрифт был совершенно неизвестен, да, то тогда бы я не знал, как это прочитать. like it was a Bengali script from India or somewhere, Если бы это были какие-то символы, буквы из языка Бенгали, например, в Индии. or Thailand, or Или если бы это по-тайвански было написано. they got some странge scripts in that part of the world. То есть, в тех частях мира есть довольно странные, кодировки, мы говорим, да, или странно изображаются буквы. Then they could write a whole list of stuff up there that I wouldn't be able to read.
И они тогда там шрифтом Бенгали могут написать целую доску здесь слов, и я все равно ничего не прочитаю. They could write my own name up there, I couldn't read it. Мое имя могут написать, и я не прочитаю. That kind of thing. I suspect that happened here with these Aramaic words. Я думаю, что вот именно такое здесь произошло, и именно поэтому они не могли прочитать эти арамейские слова. But once Daniel gives the reading, then the wise men undoubtedly could verify the words mene, mene, tikal, upharsin. Но когда Даниил показал им, как это читать, уже эти мудрецы вполне могут подтвердить и проверить, да, его прочтение, вот это мена, мена, такил, упарсин. And in verifying the words, then they would be listening to the significance. И если они в состоянии проверить значение слов, то не значение, а какие слова написаны, они уже более серьезно относятся к истолкованию значения. So, does that make sense? Достаточно ясно? Okay. So, numbered, God has numbered your days, and that number is up. То есть исчислен, да? Бог исчислил царство твое и положил конец ему. Okay, God has weighed your stewardship and found you lacking. Бог взвесил на весах твое распорядительство царством и нашел тебя легким. And then divided. God has divided your kingdom. И Бог разделил, да, разделил твое царство. It's going to be chopped up between the Medes and the Persians. Оно будет рассечено и разделено между Мидами и Персами. And some other groups as well. Ну и другими народами также. But the two dominant groups are Medes and Persians. Но две ключевые группы народов в Персидской империи — это Миды и Персы. All right. So Belshazzar gives orders. Итак, Валтазар дает приказы. Says, okay, he doesn't want the reward, but I'm going to give it to him anyway. То есть, Даниил не хотел награду, но мы все равно ему ее дадим. Clothe him with purple and gold. Оденем его в багряницу, дадим ему золотую цепь Issues a proclamation. и издадим указ. And part of me wonders about this. И как бы внутри меня вот такое удивление по этому поводу. This is my opinion. Мое личное мнение. I have lots of opinions. У меня их много. Okay. This is my speculation. Моя догадка. You don't have to agree with me. Вы не обязаны со мной соглашаться. But do you think maybe this was like when they crucified Jesus? Но как бы вот что-то похожее на это происходило, когда они распинали Иисуса. They put a robe on him and a crown. Они надели на него багряницу, они надели на него венец. They hailed him as king. Они типа как бы высмеивая, как бы типа славили его как царя. But all they were really doing was mocking him. И все, что они делали в этот момент, они просто высмеивали. They were utterly rejecting him and anything he had to say. Они, по сути, полностью отвергали его самого и все то, что он он говорил. And I wonder, what was his response? What was his heart attitude when he heard this rebuke? Like Jesus' response. The king Belshazzar's response, yeah. Ага. И вот я думаю, какая была реакция царя Валтасара, когда он слышал вот это обличение? Was he humble? Был ли он смирен вот таким толкованием, таким ответом? I don't think so. Я так не думаю. I think he ordered the robe and the necklace to be put on just out of spite. Like spite or mockery. Mockery. Да. Yeah. Я думаю, что он дал вот этот приказ принести багряницу и золотую цепь просто в виде насмешки над Даниилом. Also, it's kind of a way to put Daniel in danger. И также это, такой изощренный способ подвергнуть Даниила опасности. It's a way of saying, oh, really? We're going to get conquered? If we're going to get conquered, then you can be a king and you can get executed when I get executed. Даниил, нас завоюют, да, тогда вот на тебе как бы пост третьего, и когда меня казнят, тебя казнят вместе со мной. Could be some of that also. Может быть, в этом и такой был немножко подтекст. So that night the city is conquered. И в ту же ночь город действительно был захвачен. And Belshazzar is put to death. И Валтазар действительно был казнен. But Daniel is not. Но Даниила не казнили. Daniel will actually be promoted. Даниил даже получил повышение. Because the Persians coming in are going to offer Daniel a job.
Поскольку персы, когда вошли в город, захватили царство, они предложили Даниилу работу. And it's kind of a neat parallel too with what happened in the life of Jeremiah. И нечто подобное параллельного рода события произошли в жизни Иеремии. Jeremiah was in Jerusalem when Nebuchadnezzar conquered it. Иеремия был в Иерусалиме, когда Навуходоносор завоевал его. And King Zedekiah was executed. Царь Седекия был казнен. Глаза выковали, да? But the Babylonians had orders to find Jeremiah and to save his life. Но вавилонянам был дан приказ найти Иеремию и сохранить ему жизнь. And so there's an interesting parallel here now on the night that Babylon is captured. Ну, вот интересная параллель здесь вот с вот этой ночью, когда уже Вавилон оказался As the захвачен. Babylonian king is going to be executed. И когда вавилонский царь был казнен. And I wonder if the Persians had instructions about saving Daniel. И я вот так думаю, может быть и у персов были какие-то особые ЦУ, да, особые специальные указания по поводу того, чтобы сохранить жизнь Даниила. Now the text doesn't say that they had instructions. Текст не говорит о том, что у них были такие ЦУ. The text does say that about Jeremiah. Но текст прямо говорит об этом, повествуя про Иеремию. But when we look at chapter 6 and verse 2, we see that Daniel is given a new job under the Persians. Но когда мы читаем 6 главу, 2 стих, то видим, что Даниилу была поручена новая работа, когда уже персы взяли власть. Now we have another verse issue here. I don't know if in chapter 5, do you have 30 verses or 31 verses? We have 31 verses. Okay. Yeah. And so And Darius the Mede. Darius the Mede is the last verse of chapter 5. Yep. Okay. Yep. That's the same as my Bible. In the Aramaic, it's the first verse of chapter 6. Okay. Мы знаем, что о мудрости Даниила ходили слухи и легенды и по всей Вавилонской земле, и по всем соседним землям. And the Persians had a class of magi that would have been very connected to the Babylonian or to the Chaldean wise men. И у персов был как бы своя такая особая группа, да, такая каста, считай, вот этих волхвов, мудрецов, которые очень похожи были на таких же вот мудрецов и там тайноведцев у халдеев, у вавилонян. There are references to Daniel in the book of Ezekiel that compare him to some Gentile wise men from great distances. И есть в книге Иезекииля определенные указания на Даниила, и он сравнивается там с великими мудрыми мужами, ну, жившими на большом расстоянии. I forget where it is, but I can look it up. Я забыл, где это, то могу посмотреть. А друзів Даниила вже також немає, да? So we don't see any hints of Daniel friends here. No, we don't. So maybe they're dead already, or... It's been many years. Maybe they're not alive anymore. We don't Прошло see. много-много лет, может, они уже действительно их нет в живых. А не відомо, чи Даниил мав дружину, дітей? Is it? Do we know anything about his family life? Did he have wife or children? No, we don't. Нет, мы не знаем ничего. There's also probably no children. Скорее всего, у него не было детей. Three places in Ezekiel Daniel is mentioned. 14:14, 14:20, and 28:3. Yeah. When they were captured and taken captive, they might have been made into eunuchs. Когда они были взяты в плен и, ну вот, поступили вот на эту учебу и поставлены ко двору, возможно, что они были сделаны евнухами с соображений безопасности. In chapter 1.6 in your notes, В главе go 1, back to the chapter 1 notes. 6 пункт в ваших заметках. Посмотрите в вашей заметке. Глава 1, страница 3, глава 1, пункт 6. Ashpenaz was the master of the eunuchs. Вот этот Ашпеназ был начальником евнухов. And even though it doesn't say that Daniel and his friends were made eunuchs, Isaiah had a prophecy in Isaiah 39:7. И даже несмотря на то, что прямым текстом не сказано, что Даниил и его друзья были евнухами, но у Исаии есть пророчество очень такое точное в Исаии 39:7, которое касается именно евнухов. Что can I read it?
Isaiah 39:7. Yes, Isaiah Да. 39. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. Это пророчество, данное Езекии. So it's likely Поэтому это вероятно. that kept them from having normal family life. И, возможно, это как бы не позволило им иметь нормальную семейную жизнь. Everybody see Game of Thrones? А? Смотрели вы «Игру престолов», да? Okay. Да. There's a unit in Game of Thrones that is very wise in a crafty way. Там есть один евнух в «Игре престолов», который очень мудрый и такой хитрый товарищ. But that's not a very Christian story. Ну, эта история сама по себе не очень христианская. All right. Any questions on chapter 5? Хорошо, есть ли какие-то вопросы по 5 главе? No? Нет? Вони сказали нам, що в них їжі було на 20 років, да? So you said that they had food stored enough for 20 years. Yes. Як вони зберігали стільки їжі? How could they keep so much food without refrigerators? Probably stored grain that would then be able to be baked and able to be. Скорее всего, они просто хранили зерно, которое потом можно было перемолоть и Вони сделать хлеб. зберігаються так довго. So could grain be kept for so long period of time? Evidently, yeah. Да. In a sealed chamber. Если это в запечатанных каких-то амбарах, комнатах, в сосудах. Даже мясо вяленое тоже вроде подолго хранится. Joseph stored food for 7 years of famine. Ну, Иосиф хранил пищу на 7 лет, он в амбарах сохранил ее. That's a good question. Хороший вопрос, я не задумывался. And someone said like jerky meat Oh yeah, could be stored for a long time also. salted. Yeah. Да, если он посолен. Ага. Turkey. Мне интересно по поводу персов. Они, получается, были как государство подвластное Вавилону. Ну, So I'm interested about Persians. Were they like a vassal kingdom under Babylonians at that time? No, they were neighbors to the east. Не, они были их соседушки на востоке. просто как так получилось, что персы так легко разрушили империю? So how did it come up that Persians so easy in such an easy way conquered that Babylonian Через kingdom? пир, що А? всі п'яні. Maybe because everyone was drunk in Babylon and Yeah, no. the king was traveling somewhere. Herodotus tells us in his histories how Babylon fell. А Геродот в своей истории, он рассказывает историю, ну, понимаете, да, история Геродота, греческий первый историк, там он повествует о падении Вавилона. Persia and Media had been enemies sometimes, friends sometimes. Персия и Мидия были иногда друзьями, иногда врагами. The Persians and the Medes helped Babylon when they defeated Assyria, Персы и Миды помогли вавилонянам, когда те поразили ассирийцев. but then they were kind of had an uneasy peace after that. Но потом у них установился такой, как бы, худой мир, непростой мир после этого. And then when the Persians and the Medes formed a marriage alliance, И потом уже, когда Миды и Персы, скажем так, слились в таком союзе, почти как семейном. I think the prince of Persia married the princess of Media. Ну, буквально в семейном, потому что князь Персидский женился на княгине, там, принцессе Медийской, как-то так. I might have that backwards. Я мог все перепутать. Ну, But the child that was born was Cyrus the Great. но от этого союза родился Кир Великий. And so Cyrus is kind of the heir for both the Medians and the Persians. И поэтому Кир был как бы наследником и мидов, и персов. Anyway, they waged war against Babylon. Two wars. They went to war, they sieged the city for several months. Поэтому они пошли войной на Вавилон, они осадили город на несколько месяцев. And then on the night they had their victory, they diverted the Euphrates River. Diverted Euphrates. They diverted it, yeah. И, So that water no longer flowed into the city. и в ночь, когда они одержали победу над Вавилоном, они что для этого сделали? Они изменили течение реки Ефрат. And Таким образом, что вода больше не протекала через город. when the water stopped flowing in, И когда вода перестала затекать в город, the Persians started flowing in. туда начали вот на осушенное дно этой реки начали затекать перцы. And it wasn't really much of a fight. И, собственно, сражение
особо не было. Most of the soldiers threw down their weapons and surrendered. Большинство солдат просто сложили оружие и сдались. I think they were happy to say, "Go ahead and kill our king." Да, я думаю, они были счастливы сказать: давайте, идите вперед, замочите там нашего царя, пока мы духаем. And they submitted to Darius the Mede as their new vassal. И они подчинились New King as vassals, you mean. Да. Ну, они подчинились Дарию Медянину как своему новому, ну, как царю-вассалу.